Запад хочет окончательно не просто переписать, а переформатировать историю этой трагедии, за развязывание которой несет прямую идеологическую, политическую и в том числе экономическую ответственность. Советский Союз усилиями Европарламента, напомню, возложена, я беру это в кавычки, якобы равная с Третьим Рейхом ответственность, как они сформулировали, за начало войны. О чем это говорит? О том, что и жертвы, понесенные нашей страной, вот наши предки, которые есть в каждой семье, которые были убиты, ранены, угнаны, замучены и так далее, что якобы это были жертвы не Третьего Рейха, а получается, что уже как бы, ну, дальше не хочешь даже эту мысль развивать. Именно дата заключения Советско-германского договора о ненападении 23 августа 1903 года с подачи вот этого западного меньшинства, агрессивного и абсолютно бессовестного, отмечается теперь как Европейский день памяти жертв, как они сформулировали, сталинизма и нацизма, или как еще внедрено это название, День черной ленты. Таким образом, они пытаются вычеркнуть из истории свой же собственный позорный Мюнхенский сговор, потому что они ведь умалчивают о том, что пакты о ненападении заключались их же странами до того, как аналогичный пакт был заключен Советским Союзом. Они полностью вымарывают информацию, еще раз подчеркну, и о Мюнхенском сговоре, и череду договоров о ненападении. Подрываются устои всего послевоенного мироустройства, которое закреплено в уставе ООН. Помимо всего прочего, мы видим еще на протяжении многих лет чудовищную тенденцию. Жертв Второй мировой войны начинают делить по группам. Нет, не для того, чтобы в каждой стране рассказать о страданиях своего народа, а теперь, оказывается, это часть тоже манипуляции, чтобы как бы одни группы более рельефно, что ли, звучали, а вторых групп просто не было. Еще раз говорю, это дело каждого народа, как чтить память своих жертв. Но это не должно означать отмены памяти о жертвах другого народа. А мы именно это и наблюдаем. Нацисты, я еще раз хочу сказать, не просто убивали, а сознательно прорабатывали вопрос уничтожения определенных групп. Это и евреи, это и цыгане. Они считали недочеловеками, у них специальный термин был, унтерменшами, подлежащими именно уничтожению и славян, только на востоке Европы. Жертвами этой политики стали 14 миллионов русских, украинцев, белорусов, евреев, людей разных национальностей. Поэтому мы говорим о геноциде советского народа. И каждый раз подчеркиваем, что мы не выделяем никакие категории. Мы свято чтили, чтим и будем чтить жертв всех национальностей. Мы добиваемся равного отношения к жертвам Третьего Рейха. В этом для нас, собственно говоря, в том числе и философия нового дня памяти. Без сегрегации, без дополнительного вот этого, знаете, как бы национализма. Нет, страдали все. Страдали жутко и страшно. Почему спустя столько лет, почему спустя 80 лет одним должны как бы отказывать в памяти? Просто потому что что? Кто-то там так решил? Нет, мы будем защищать историческую память. Переписывание истории – это объявленное официальными властями Польши, стран Прибалтики, Украины, войны, в том числе с советскими памятниками. Посмотрите, что происходит на этом направлении. Мы об этом говорим, каждую неделю, наверное. А давайте сейчас я подведу некоторые, даже не итоги, а просто приведу некоторые цифры. Только в Польше снесено было 500 монументов благодарности Красной Армии. 500, вы только вдумайтесь, только в одной стране. В Эстонии почти 200. Большинство этих памятников ставили непосредственно после войны. Кто ставил? Местные жители. Многие из них были поставлены, установлены и созданы на деньги граждан. Это были не только государственные деньги. Это были пожертвования граждан тех стран, которые были освобождены. Кто же встает во весь рост и говорит о ненормальности, болезненности этих процессов?
только наша страна. Да, с нами Белоруссия, безусловно, ну, как союзное государство, наверное. Да, мы видим заявления стран СНГ, ОДКБ на этот счет коллективный, но так, чтобы ежедневно бороться с этими явлениями, к сожалению, мы действительно в данном случае встаем одни в полный рост. По сути, в этом смысле наша страна стала защитником памяти тех, я не хочу сказать последним, я верю, что будут и другие страны, но мы стали защитниками памяти тех, кто погиб за освобождение и спасение народов Европы. Мы, во-первых, конечно, всем ведомствам, Министерство иностранных дел, наши загранучреждения, посольства, генконсульства, постоянные представительства при международных организациях получили соответствующие указания о такой масштабной работе, информационной и политической. Во внешнеполитические ведомства других стран направлены и будут направляться соответствующие ноты с информацией о Дне памяти и важности данной даты для нашей страны и для общего сохранения исторической памяти. Мы продолжим нашу совместную работу с нашими общественными историческими организациями, в первую очередь с Российским военно-историческим обществом, чьи материалы размещены в специально созданном разделе сайта Министерства иностранных дел, который посвящен геноциду. Мы переводим эти материалы на иностранные языки. Мы будем работать с Национальным центром исторической памяти при президенте Российской Федерации, с Генеральной прокуратурой, со Следственным комитетом. Для нас это один из приоритетов нашей внешнеполитической работы.